Привет, дружище! С добрым утром! Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Четвертый день я нахожусь в этом прекрасном месте. Это мыс Минопуци. Он находится на восточном побережье юга острова Сахалин. И сегодня в течение 24 часов я буду делать обзор на вот такой вот суточный рацион питания армии Великобритании. Меню номер 5, и этот рацион халяльный. Ну что ж, давай откроем и посмотрим, что нам предлагает армия Великобритании. Итак, в пакете содержится пакет с мелочевкой, но подробнее об этом чуть позже. Упаковка фруктового пюре, 2 быстро растворимых напитка тутти-фрутти и со вкусом колы. Еще один ягодный напиток, горячий шоколад, лимонный энергетический напиток, сладкая булочка, причем такая, как в американском MRE, шоколадный пудинг в шоколадном соусе, фруктовый микс с изюмом, сырный бисквит, паста с томатами в соусе с базиликом, курица с макаронами в кисло-сладком соусе, должно быть очень вкусно, тунец в легком майонезе. Не совсем понятно, что тут делают янки, но так или иначе, сыр чеддер и арахисовое масло. Упаковочка с желейными бутылочками колы, казинаки, точно такие же встречались в немецком ИРП. Бутылочка острого соуса Hot Doggy Dog, упаковка салфеток 10 штук, ну и куда же без опросника. Итак, как ни странно, обзор этого рациона питания у нас начинается с ужина. Сегодня целый день я потратил на обследование этого прекрасного и красивого места и вернулся в свой лагерь только уже к вечеру. Сейчас 7:30. На ужин я себе выбрал пасту с томатами в соусе с базиликом, какую-то булочку, по всей видимости, из американского MRE. Как я и говорил, непонятно, что она здесь делает. Сыр чеддер, надеюсь, съесть с этой булочкой. Напиток и мармеладки. Но прежде чем мы приступим, давай посмотрим, что содержится вот в пакете с мелочевкой. Ну, во-первых, это вот такая вот здоровая ложка оккупанта, ложка-вилка точнее, достаточно прочная. И, наконец-таки, в пайке есть столовые приборы, что меня безумно на самом деле радует. Так, здесь нас встречают 2 антибактериальные салфетки. Вот это вот хорошо, что они именно антибактериальные. Чай тайфу. Так, кстати, здесь много всего. 4 пакетика сливок для кофе. Английский чай, точнее чай, английский завтрак. Чай черный. 6 таблеток для обеззараживания воды. Так, сколько тут всего? 4 пакетика сахара, спички с черкашом, правда почему-то упаковано в какой-то хлипкий пакетик, кофе Нескафе, рамбуста, кофе рамбуста и sugar free и, друзья, 3 жвачки. Дружище, но так как здесь нет в этом рационе питания никаких разогревательных элементов и приборчиков, то придется разогреть вот это вот главное блюдо с помощью либо кипятка, либо просто на газовой горелке, что, естественно, займет какое-то время. Ну что ж, дружище, булочка выглядит вот таким вот образом. Тут какие-то есть вкрапления, и это больше напоминает какую-то такую слойку или пирожок. Не знаю, насколько хорошая идея есть ее с сыром. Что касается основного блюда, достаточно большая порция, очень много макарон, видны томаты, томатная паста, естественно, и видна зелень. Ее, кстати, достаточно много. Ну что, давай попробуем. Говорю сразу, первое, что приходит на ум, типичная американская MRE. Дело в том, что вот этот вот томатный соус,
Он практически везде в американских хамари. И здесь не исключение почему-то, не знаю, странно. Но у него вкус такой томаты и отдает очень сильно такой кислинкой. К сожалению, нет ни мяса, ничего. Но отчетливо чувствуется перчик небольшой, привкус есть. И какие-то травы. Какие, не могу понять, возможно, что орегано. В принципе, неплохо. Но сюда надо добавить остроты. Немножко остроты. Поэтому воспользуемся вот таким вот острым соусом, который был в рационе. Мне вот интересно, насколько он острый. Такой же, как табаско, или все-таки нет? Давайте. Совсем чуть-чуть пока что. Все. Хороший соус. Серьезно говорю. Блин, мне почему-то кажется, что он намного пострее, чем табаско. И он явно, блин, придал пикантности этому блюду. Это однозначно. Ох, аж чуть искры из глаз не полетели. Не знаю почему. Но мне, в принципе, нравится. Возможно, потому что я практически целый день сегодня ничего не ел. Прошагав кучу километров, лазя там по сопкам и по всяким камням на море. Но я бы, честно, оценил это блюдо, знаешь, на 4. Да, 4 можно поставить. Я тут вдруг понял, что булочку-то она сладкая, по идее, и поэтому с сыром ее, ну, по всей видимости, не стоит есть. Хотя, почему нет? Но извращаться мне никто здесь на природе не запрещает. Я вот хочу попробовать сыр. Чеддер, смотри, какой цвет, надеюсь, ты видишь. Вместе вот с этим главным блюдом. Вполне возможно, что будет даже очень и очень прикольно. Но на самом деле нет. Полная херня. Отдельно лучше. Хотя чеддер на самом деле мне очень нравится. По крайней мере в американских хамари. Но здесь нет галет. И это огромный минус. Потому что вот сыр вот с галетиками зашел бы прям на ура. Что касается напитка. Напиток это тутти-фрути. И почему-то этот тутти-фрути очень сильно напоминает мне наш газированный напиток буратино. Не знаю, может это одно и то же. Но достаточно приятный. Единственное, что не газированный. Ну что ж, дружище, главное блюдо было достаточно быстро и полностью съедено. Честно признаюсь, не самое вкусное, что я ел в сухих пайках. Но вот этот вот перчик действительно добавил балл основному блюду, придав ему определенную пикантность. В принципе, сносно. Осталась у нас, точнее, булочка. Опа. И мы его употребим с чаем. Булочка пахнет корицей, честное слово. Очень-очень мягкая. Вкус корицы прям явно ощущается. И внутри находится какой-то джем или повидло. Я вот, честно говоря, не могу понять, что это такое. Но, скорее всего, какая-то ягода. Клюква или что-то вроде. Потому что есть легкая кислинка. Очень, кстати, вкусно. Она не такая сладкая, то есть не приторная. Прям вот, блин, как я люблю, честное слово. Чай тайфун. Черный. Ну, чай как чай, собственно говоря. Но лучше майского. С булочкой. Вот так вечером.
сидя на берегу озера, наблюдая, как вороны кружат надо мной и смотрят на мой стол. Милое дело. Просто замечательно. Кстати, приятного аппетита тебе. Ну и по старой доброй рукожопой традиции, практически в конце приема пищи, мы с тобой сейчас посмотрим, что же это за антибактериальная салфетка такая. А салфетка, кстати, очень хорошая. Во-первых, она плотная. Пахнет достаточно приятно. В меру влажная. Не сказал бы, что прям сильно влажная, но достаточно. Все хорошо. Чистые руки без бактерий. В конце ужина. Отлично, Василий. Так, остались у нас тут еще мармеладки. Прям угадал. Вот такие вот штучки, напоминающие якобы бутылку Кока-Колы, как здесь написано. Но если это, дружище, Кока-Кола, то я, блин, космонавт. Со вкусом колы. Ну вот это точно. Явный вкус колы. Это я погрызу, с своего позволения, чуть попозже, читая книгу. Так. Брал 2 пакетика. 1 пакетик не пригодился. Я про сахар. И у нас жвачка без сахара. С каким-то там подсластителем. А точнее их тут 2 штуки. Обычная ментоловая жвачка. Ничего выдающегося здесь нет. Итак, что можно сказать о ужине? Ну, наверное, самое первое и главное, это то, что я действительно наелся. Первое блюдо действительно не самое лучшее, что я ел в рационах питания, но оно и не самое плохое. А в сочетании вот с этим острым соусом, в принципе, достаточно неплохо. Что касается булочки с корицей, выше всяких похвал. Честное слово, 10 из 5. Единственный минус — это то, что я не нашел, к чему применить сыр. Нет галет. Но, в принципе, и без этого было достаточно вкусно. В целом, ужину я поставлю, наверное, твердую 4. Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Ну что ж, с добрым утром, дружище. Ночь прошла прекрасно. Правда, лег далеко за полночь. И под утро пошел дождь. Сейчас 9:30 утра. Очень пасмурно, как ты видишь. Но завтрак никто не отменял. Итак, на завтрак я выбрал этот тунец с легким майонезом. 100 грамм, 144 килокалории. Потом микс из изюма, фруктов и ягод. У нас будут какие-то сырные бисквиты с не очень любимым мной арахисовым маслом. Энергетический напиток, естественно, кофе с сахаром и сливками. Ну и для тунца я взял вот этот вот чудесный соус, который мне, в принципе, вчера понравился. Ну что ж, давай разведем это все и попробуем. Отдельно хотелось бы сказать немножко вот об этом энергетическом напитке. Ну, во-первых, для его приготовления тебе потребуется пол-литра воды. По крайней мере, так заявлено производителем. И в нем содержится 361 килокалория. По поводу арахисового масла в этом маленьком пакетике 243 килокалории. Как я и говорил, в тунце у нас 144. Здесь бог его знает. Здесь ничего не написано. Вот, дружище. А здесь у нас содержится 200 килокалорий. И вот на этом пакетике с изюмом и фруктами здесь килокалорий не написано. Но в среднем завтрак получается приблизительно что-то около 800 килокалорий. Что, на мой взгляд, достаточно неплохо для завтрака. Ну что ж, давай откроем тунец.
Здесь его немного. На тарелку я, наверное, выкладывать не стану. Я тебе его попробую сейчас просто показать поближе, как он выглядит на ложке. Ну, это где-то треть пакета. Как ты видишь, в принципе, достаточно приятный цвет, хорошая консистенция. И поверь мне, запах у него тоже очень-очень приятный. Ну что, давай попробуем. Обычно тунец суховат такой, постоянно, как правило, попадается. Ты знаешь, хоть здесь и написано, что с майонезом, но майонез не сильно чувствуется. Но вот именно он придает вот мягкости тунцу, и он не такой сухой на самом деле. Очень приятно. И что вот самое классное, что в этом пакетике содержится, помимо калорий, еще целых 20 грамм протеина. А с утра это, кстати, очень классная штука. Офигенско, вот так вот приятно таким ранним утром на природе взять и так здорово позавтракать. По поводу кофе. Кофе, кстати, ты знаешь, неплохой. Хоть это, конечно, и растворимый, но достаточно приятно. Вот со сливками, сахаром. Я думаю, что утром у меня все-таки удалось. Честно говоря, хочется немножко... сейчас вот я распробовал тунец. Хочется немножко вот добавить ему какой-то остроты, пикантности. Но совсем чуть-чуть. Блин, как будто валерьянку себе, накапываю в тунец. Так, размешаем. О, да. Вот так вот действительно вкуснее. И данное блюдо сразу заиграло новыми вкусовыми красками. Действительно, так лучше. Это вот о чем мы с Денисом постоянно говорим. О том, что в наличии, точнее наличие в рационах питания вот таких штучек, ну или там каких-то других, оно всегда придает блюду какой-то такой дополнительный вкус. И практически любое блюдо, даже если оно не очень хорошее, можно приправить и в принципе с большим удовольствием съесть. Дружище, честно, пионерское, это было вкусно. Но мало. Но энергетический напиток, лимонный напиток, ничего такого в нем нет. Может, со временем, когда растворится в организме, я как мотану куда-нибудь за дровами километров за 5, не знаю. Но пока что, ну так, обычный напиток. Так, печенюги. Первый раз, кстати, вижу, чтобы это были какие-то сырные именно печенья, потому что написано, что сырные. Это они даже не просто так печенюшки. Вот так вот она выглядит. Тут есть, если ты заметил, вкрапления даже каких-то орешков, по всей видимости. Да, чувствуется такой легкий привкус сыра. Но это овсяное печенье, раз. А во-вторых, здесь действительно накрошен, то есть да, вкраплен туда какие-то орехи. Оно не сильно сладкое, точнее, оно практически не сладкое. Но с кофе идеально, честное слово. Либо все-таки я проголодался за ночь, либо еще что. Но вот это вот просто замечательно. Знаешь, слопав 2 печенюшки, у меня такое сложилось ощущение, что вот ты драники холодные ел, вот послевкусие вот точно такое же.
Не знаю, хорошо это или плохо. Давай, кстати, с маслом его попробуем, с этим арахисовым. Ну, как я его, конечно, блин, ненавижу. Сделаем такой печенюшечно-арахисовый бутерброд. Ну, блин. Товарищи американцы, объясните мне, пожалуйста, русскому человеку, за что вы любите эту херню? Я понимаю, ладно, хрен с ним, она питательна. Но она же вяжет во рту. Это просто какой-то трындец, блин. Не, ребят, я остаюсь на своем. Арахисовое масло это, блин, явно не мое. Не хочу обидеть любителей данного продукта, но как по мне, так лучше, блин, без него. Серьезно, печенюшка без него для меня, блин, гораздо вкуснее. Вскрыл пакет с изюмом, и помимо изюма там еще оказалась клюква. А вот фруктового микса, как здесь написано, в пакетике я что-то как-то и не нашел. Только изюм и клюква. Так что британцы обманули не только ожидания своих солдат, но еще простого, доброго русского человека. Это свинство. Но, ребят, изюм как изюм, мягенький, сладенький, хороший. Клюква тоже мягкая, с кислинкой. В принципе, приятно и здорово. Но я бы вот это вот предпочел бы, наверное, все-таки с чаем, нежели чем с кофе. Итак, что можно сказать об этом завтраке? Да, он не такой плотный, как в некоторых других рационах питания. Львиная часть калорий принадлежит, вот, собственно говоря, этому энергетическому напитку. Но в целом завтрак мне понравился. Не сильно плотный, но и не очень уж и легкий. Поэтому ему я могу смело поставить, наверное, 4. Кстати, напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого завтрака. Устроил бы тебя он, не устроил? Очень интересно будет твое мнение. В общем, допивая кофе, я решил посмотреть, сколько же килокалорий содержится в этом рационе питания. Нигде на коробке этого найти не смог. И взял вот этот вот форму, почитать, посмотреть, может быть, здесь написано. Но нифига, зато нашел очень интересную надпись. Итак, дважды в год Министерство обороны, блядь, пишет. Дважды в год мы разыгрываем призы. Для того, чтобы получить призы, вам необходимо заполнить эту форму. Ну вот, галочки поставить. Нравится, не нравится, пошли нахер. Итак, главный приз. iPod Touch 5-го поколения на 64 гигабайта. Или ваучер на сайт Amazon на 200 фунтов. А двое других победителей получат призы. iPod Nano 16 гигабайт или ваучеры по 100 фунтов. Это, блядь, армия. Это что за цирк? Вот ты представляешь, дружище? Открываешь наше РП, да? Достаешь, и там вместо перечисления того, что там есть, там такая фигня. Разыгрываем валенки, например, да? Там с этими, с галошами. И двое других чуваков получат классные портянки. Ну, смешно, нет? Детский сад, твою мать. Грядут смутные времена. Самые, что ни на есть смутные. Серьезно? Итак, 2:30, время обеда, но ты помнишь, что обзор на этот рацион питания начался еще вчера с вечера. Я приготовил себе ужин, и дабы растянуть сегодня этот паек полностью до сегодняшнего вечера, я решил на обед просто слегонца перекусить сладеньким. Выбрал шоколадный пудинг в шоколадном соусе, малиновый напиток и вот такое вот фруктовое пюре. Думаю, что часов до 6-7 мне этого вполне хватит.
Давай откроем и посмотрим. Ну, честно говоря, пудинг выглядит как минимум так странно. Это какая-то, не знаю, кусочек торта, печенюшки и куча действительно шоколадного соуса. В общем, не стал я выкладывать на тарелку, извини, просто лень мыть. Я тут уже кусочек навернул. Могу сказать одно, по консистенции, вот сейчас зачерпну, вот эта вот штука, и по вкусу очень сильно напоминает пирожную картошка. Не знаю, почему они назвали это пудингом. Как по мне, на мой взгляд, это просто плоская пирожная картошка. Ничего более. Но вкусно, черт возьми. Не знаю, сколько здесь калорий, потому что на пакете не указано. Но думаю, что до хрена. Растворимый напиток, малиновый. Очень вкусный. Намного вкуснее, чем в наших РП. Я тебе вот просто 100% говорю. Очень приятный. Прям такой насыщенный вкус малины. Давай попробуем фруктовое пюре. Фруктовый взрыв называется. Ну, предполагаю, что просто детское. Тут хоть что-то есть. 93 килокалории в этом пакетике. Достаточно жидкое. Блин, но вкусная, зараза. Очень сильно чувствуется яблоко и персик. Вот прям насыщенный вкус. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 видов существует и расписано по колпачкам. Вот оранжевый колпачок — это, да, яблоко и персик. Зеленый — это яблоко, киви и какой-то passion fruit. Блин, прикольная штука. Вот, кстати, бы в наши РП такие положили. Смотри, 90 грамм всего, нифига не весит. Удобно закрывается, открывается. Классная вещь. Ой, полдня уже прошло. Дел еще предстоит сделать до хрена. Надо разжечь костер, спалить мусор, который сгорает. Собственно говоря, собрать весь мусор. По округе еще походить, пособирать за нерадивыми-то туристами. Все это упаковать в мешки. Завтра уже приедут за мной друзья. Я очень сильно на это надеюсь, по крайней мере. Главное, чтобы не было дождя. И завтра уже все, сворачиваемся. Напиши в комментарии, как у тебя, кстати, проходит день. Что новенького, что интересного, чем занимаешься. У нас, как видишь, точнее у меня здесь просто шикарно. Сегодня целый день пасмурно. Но вот солнышко иногда проглядывает, и это радует. Палатка высохла, все высохло после дождичка. Все хорошо. Ну что ж, естественно, никаким образом нельзя это назвать полноценным обедом, но как вот легкий перекус, который позволит тебе продержаться какое-то время, вполне даже. Причем я подозреваю, что все-таки калорийность этого шоколадного пудинга достаточно высока. В принципе, мне вот понравилось, мне хватит. Очень все было вкусно. Значит, выбросила вот такую вот раковину. Это не что иное, как морской гребешок. Должна быть еще вот вторая снизу. Но это говорит о том, что он здесь есть. Вот здесь вот был пятачок, вот ты видишь, да? Мясо. Но, скорее всего, это там где-то в глубине. А здесь пока что я вот не видел. Кстати, очень странно, здесь нет морских ежей. Пока ни одного не нашел, хотя вот облазил здесь очень много. Не знаю, дружище, видно тебе или нет, но вот там вот в волнах плавает 2 морских котика или 2 нерпы. Вон башка торчит небольшая. Где-то, ну, метров 50 от меня. Дело в том, что здесь стоят не вода. И вот они вот там просто тырят рыбу. Это еще те разбойники. Время ужина. Давай посмотрим, что осталось на ужин из пайка. Итак, это курица с макаронами в кисло-сладком соусе. Казинаки. Горячий шоколад.
растворимый напиток со вкусом колы. И в пакете с мелочевкой. Не так уж всего и много на самом деле. Так, спички. 6 таблеток для обеззараживания воды. Чай. 3 пакетика сливок. Сахар. Кофе. И 2 жвачки. Давай приготовим все это и поужинаем. Кстати, забыл сказать совсем по поводу калорийности моего ужина. Итак, здесь 300 грамм в основном блюде содержится 402 килокалории. В горячем шоколаде содержится 200 килокалорий. В растворимом соке у нас получается 176 килокалорий. И в батончике почти 230 килокалорий. В принципе, я считаю, что если это все съесть и выпить, в принципе, достаточно. Ну что ж, я надеюсь, тебе видно. Действительно, здесь порция большая, очень много подливы, дофига макарон. Вот такие вот сразу и не поймешь. Но это огромные куски мяса. Как минимум тут их вот 3 или 4 штуки. Ну, давай попробуем. Ну что ж, порция достаточно большая. Хотя, если честно, нельзя сказать, что она выглядит аппетитно. Так. Ну, попробуем вкусовые качества. Очень достойно. В общем, вкусы этой подливы на самом деле можно, знаешь, с чем сравнить? С домашним лечо. Вот если взять лечо, убрать оттуда все овощи, накидать туда макароны и немножко мяса, и все это хорошо подогреть, вот будет примерно то же самое. Чувствуется тонкая кислинка, но, честно говоря, вот сладкий, чтобы он был хотя бы немного, я бы не сказал. Мясо здесь, дружище, вот эта вот ложка, это целая ложка мяса. И тут еще его много. Действительно, большими кусками. Тут даже вот кукурузинка есть. Нет, блюдо хорошее, действительно. Давай придадим все-таки чуть-чуть остроты, как всегда. Не знаю почему, но мне этот соус действительно понравился. Размешаем. И возможно, что вкус станет гораздо глубже и приятнее. Честно признаться, я даже остроты не чувствую. Совсем чуть-чуть. Возможно, надо побольше. Ох, бля. Извини, я сказал же блин, да? Ты же слышал блин? Не... Ладно. В общем, переборщил я с соусом. Теперь будет, похоже, мексиканское это блюдо. Да. Есть мальца. Ух. Напиток со вкусом колы. Блин, такая гадость. В смысле, это кола, действительно. Но если бы ты открыл колу, выпил, газы бы выпустил и поставил дня на 2, на 3, и потом решил снова попить. Вот это вот этот вот напиток. Ну что ж, единственное, что я не сделал, это я не облизал тарелку. Что могу сказать по поводу основного блюда? Мне понравилось. По всей видимости, по той причине, потому что я просто люблю лечо на самом деле. Но блюдо действительно вкусное. Я бы поставил ему твердую 4. Но если добавить вот этот вот изумительный соус, то из 4 этот балл превращается на 4 с плюсом. И вот именно 4 с плюсом я ему поставлю. Единственная просьба от скромного российского туриста, сидящего на берегу озера, к Министерству обороны Великобритании. Добавьте туда, блин, чуть-чуть побольше мяса. Пожалуйста. Так. Что ж, давай попробуем чаек. English breakfast. Кстати, достаточно неплохой чай. Он не сильно крепкий, но и не слабенький. Приятный чаек.
Вот думаю, вот с этими казинаками. Казинаки, как я и говорил уже, такие встречались мне в германском сухом пайке. Это семечки, залитые медом. Их тут 3 штуки. И поверь мне, дружище, ты вот так вот их никак не разделишь. Да и вообще ты нахрен их никак не разделишь, поэтому придется... Зачем убрал? Твердые, да. Но, блин, офигенско вкусные. Очень сильно чувствуется мед, но это не мудрено, потому что семечки им просто залиты. Вещь, по всей видимости, нереально питательная. И помимо всего нереально вкусная. С чаем просто превосходно. Дружище, если у тебя сейчас вечер, то я надеюсь, что он проходит у тебя так же хорошо и безмятежно, как и у меня. Если утро или день, то я искренне от всего сердца желаю, чтобы он прошел у тебя хорошо. Сидя на берегу озера, попивая вот это вот замечательное, точнее замечательный горячий шоколад, чувствуешь себя просто вот свободным человеком. Кстати, про горячий шоколад. Он как минимум странный. Дело в том, что он со вкусом ментола. Это как для меня непривычно. Не знаю, лучше было бы просто шоколад или все-таки вот этот с ментолом. Ментол, он придает такую нотку, я не знаю, немножко освежает. Но здесь вот сейчас на природе вечером выпить кружку шоколада горячего просто здорово. Что касается самого сухого пайка, честно говоря, он достаточно неплохой. И трудно к чему-то придраться. Наверное, за исключением одного. В нем нет разогревательных элементов. Беспламенных разогревательных элементов. Зато эти ребята устроили викторину. Одному iPad, другому iPod и так далее. Да лучше бы положили туда 2, беспламенных разогревателя пищи для того, чтобы можно было приготовить. Да, конечно, вполне возможно, у них есть котелки там и так далее, так далее, так далее. Но, чтобы разогреть еду в этих пакетах, необходимо кипятить воду. А это время, это затраты и так далее. Поэтому, вот кроме этого момента, я как бы не нашел особо сильных минусов. Напиши, кстати, в комментарии, возможно, что-то я пропустил. Может быть, ты своим острым взглядом заметил какие-то недочеты или какие-то минусы в этом пайке. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк и напиши комментарий, что тебе понравилось или не понравилось в этом рационе питания. Ну а если хочешь поддержать наш канал в развитии, пожалуйста, поделись этим видео в соцсетях или со своими друзьями. Все, пока, увидимся на поляне.